Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Нарицына и Борис Пинкус. Сегодня вместе со мной господин Пинкус. Здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, дорогие, дякую, и рад быть на вашем канале, и слава Украине. Героям слава! Конечно же, мы будем обсуждать предвыборную гонку в США, как это все повлияет на Украину, но и я не могу не начать с ухода Байдена с этой гонки. Вы это прогнозировали неоднократно, но вот мне интересно, было ли это ожидаемо для Трампа? Ведь ранее вся его кампания строилась именно против Байдена. И вот если брать результаты опросов и то, что вообще говорят в Америке, у кого сейчас больше шансов? У Камалы Харрис или все-таки Трампа? Это очень хороший вопрос. Конечно, я говорил часто о том, что Байден сойдет, так и произошло, но он остается президентом до 20 января будущего года. Это полгода, друзья мои. Каждый день дорог для Украины и для Израиля. Вы знаете, сегодня вот с первого дня войны в Украине, 24 февраля 2022 года, и Израиль 7 октября прошлого года оказались в одной лодке. Единая линия фронта, которая подпитывается главным стратегом, архитектором этих войн, что на Ближнем Востоке, что в Украине, это Путиным. И, к сожалению, администрация Байдена, она такая вялая, нерешительная, не зацикленная на оказании помощи победе Украины до полной ее победы. И несмотря на то, что принят закон 20 апреля этого года с выделением 61 миллиарда долларов, новый закон, знаете, основанный на новой стратегии оказания помощи Украине до полной ее победы. Это не происходит по сей день. В этом вся беда. И сегодня, когда Байден вдруг объявляет, что он сходит с гонки, но он не сходит с должности президента. То есть вот эта вот нерешительная поддержка Украины с постоянным условием не эскалировать, не провоцировать, не сталкивать две ядерные державы, они остаются в силе. Каковыми они были с первого дня войны в Украине по сей день. То есть это издевательство над Украиной, это садизм, когда видишь, как ты вроде бы помогаешь, вроде бы делаешь вид, что помогаешь, и наслаждаешься тем, как жертва варваров истекает кровью. Вы понимаете, это преступление. А что будет, например, у всех возникает вопрос, а что вот Харрис выдвинула сейчас, так? А что будет, если Харрис победит? А что, если Трамп победит? И тут вы знаете, что самое пугающее? Нарастает волна тех, кто готов посадить за стол переговоров. Значит, Зеленского и Путина. Вот это самое страшное. И причем эти разговоры исходят из уст больших друзей Украины. Самый наглядный пример — Борис Джонсон. Большой друг Украины, в этом нет никакого сомнения. И вдруг после встречи видели Трампом, он выходит и говорит, вот, было бы неплохо, вот если заморозить вот, знаете, вот эту линию фронта на дате 24 февраля, когда началась агрессия Путина. Вот. И, другими словами, оставить вот эти оккупированные территории до 24 февраля за Путиным, а остальные там Украина, и продолжать оказывать помощь Украине вооружаться. Я в шоке, я вам прямо скажу. Но при всем том, что, знаете, как говорится, Платон мне друг, а истина дороже. Никаких уступок, друзья мои, не должно быть. Уступишь палец, отрубит руку. Дашь руку, отрубит голову. Это закон этих вот такого типа террористов, каким является Путин. Ни в коем случае. Вы знаете,
Я не верю в то, что Трамп на такое пойдет. По многим причинам. Во-первых, несмотря на то, что напугало то, что кого выбрал Трамп, вице-президенты, Венса, который, видите, был против Украины, оказания помощи Украине, это один из главных сенаторов в Конгрессе, который был против выделения 61 миллиарда долларов. Мы все, прямо я вам скажу, мы не рады этому. Я вам прямо скажу, абсолютно не рады. Мы — это кто мы? Мы — это рейгановское крыло в Конгрессе, в Америке в целом. Нас больше, чем их. Вы понимаете, нас больше в республиканской партии, намного больше. И тем не менее, есть хорошие новости. Вот, например, тот же Венс буквально несколько дней назад сказал, что оккупация Украины для Америки неприемлема. Вот это выражение он высказал. Вот это очень важно. То есть у нас есть надежда, что он будет менять свое мнение, так же, как он менял всегда. Например, в 2016 году он Трампа называл фашистом. И тем не менее, когда ему задали вопрос, вот как же так? Вот сейчас вы вдруг избраны тем же Трампом в свои вице-президенты, и вы проявляете лояльность, преданность ему, а вы в свое время называли его фашистом. Так он говорит, да, Трампу удалось меня переубедить. Я понял, что Трамп другой, он правильный, я стою на его стороне. То есть это говорит о характере человека, который может меняться. Вот это моя ссылка на то, что он буквально пару дней назад сказал, что, видите ли, оккупация Украины неприемлема. Это говорит о многом. С другой стороны, запомните, друзья мои, вице-президенты не вовлечены в внешнеполитические проблемы никогда. Но я исключаю Дика Чейни при Буше, там исключительный случай. Но в целом прерогативой вице-президента является внутренней проблемой. Плюс к этому Трамп эгоист. Он не даст принятия решения вопросов по внешним проблемам кому-то. Он будет сам решать. Он decision maker. Это самое главное. Плюс ко всему, несмотря на то, что Трамп говорит, что он за 24 часа может решить этот вопрос одним звонком, и тем не менее, я не считаю, я надеюсь на это, что он пойдет против двухпартийного единства в Конгрессе. Прежде всего, тех республиканцев, на которых он опирается. А это кто? 3 Майка. Майк Роджерс, председатель комитета по вооружениям, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам, и Майк Тернер, председатель комитета по разведке. 3 республиканца, которые являются архитекторами вот этой новой стратегии оказания помощи Украине до полной победы и выделения помощи 61 миллиарда Украине. Так вот, Трамп с ними общается сегодня. Я вам скажу хорошую новость. Буквально вчера стало известно, но мы лоббируем в этом отношении постоянно, несмотря на то, что он ослушался нас, он не взял вице-президента Ники Хейли, большого друга Украины. И тем не менее, хорошая новость в том, что он включил в команду советников сегодня Майка Маккола, большого друга Украины, который бывал в Украине. Это я только что назвал его имя, как председателя комитета по иностранным делам. И самое интересное, Майка Помпео, того самого Помпео, который был когда-то конгрессменом, потом стал директором ЦРУ, а в последнее время все 4 года единственный из окружения Путина, прошу прощения, Трампа, который проработал с ним все 4 года госсекретарем. Он большой друг Украины. Он введен в состав советников. Вот это подчеркиваю, советников Трампа. Это очень важно. Тем более, что мы продолжаем лоббировать с тем, что если Трамп победит, я говорю «если» с натяжкой. Почему? Потому что нет уверенности большой, что Трамп может победить. Я вам сейчас скажу чуть позже, почему. Так вот, мы лоббируем с тем, чтобы Трамп взял в госсекретари Ники Хейли, а Майка Помпео советником по национальной безопасности вместо вот этого балбеса Салливана.
который периодически давит на Байдена с тем, чтобы тот заканчивал войну как в Израиле, так и в Украине. Так вот, мы лоббируем, и шансы у нас есть. А теперь я вернусь к реалиям. Каково соотношение между Трампом и Харрис? Кто из них может победить? Так вот, выбор Трампа, Венса, молодого, энергичного, умного, образованного, но в то же время далекого от внешнеполитических проблем, не понимающего, что сегодня Украина защищает наши американские национальные интересы на дальних рубежах, что Украина — это бронежилет Америки, что Путин ненавидит не Украину, а Америку, что Украина грудью встала на пути этих варваров, на пути направляющихся в Европу, а потом и в Америку. Вот это он не знает, он не понимает. Вот это нас, конечно, сконфьюзило, это ударило по шансам Трампа победить. Почему? Я повторю еще раз. Да дело в том, что невозможно сегодня победить никому, ни демократам, ни республиканцам без помощи конкурирующих голосов, других независимых. Я напомню, у нас 42 миллиона зарегистрированных демократов, 36 миллионов республиканцев и 32 миллиона независимых. Так вот, сегодня как никогда голоса независимых будут решающими. Я имею в виду 5 ноября. Так вот, Трамп, выбрав Венса, к сожалению, не дал возможности независимым принять решение в пользу Трампа. В этом вся проблема. Поэтому мы опять-таки с сожалением говорим тому же Трампу, его окружению, почему вы не выбрали Ники Хейли? Ведь именно она по сей день превалирует над Байденом. Вы не представляете, от 17 до 25% она преобладает сегодня над Трампом, над Байденом в национальном масштабе. Борис И Яковлевич, над тем же Трампом. я прошу прощения, а вот Да. как раз The Atlantic пишет о том, что выдвижение Камалы Харрис, оно может вообще сломать планы Трампа, и он может сейчас поменять своего вице-президента Ди Венса. Действительно ли может такое случиться? Ну, честно говоря, хозяин барин. Он захочет, он сделает. Запросто. В этом нет никакого сомнения. Вся беда в другом. Захочет ли это? Поэтому мы давим на него сейчас. На все педали. Скажу вам честно, он будет сожалеть о своем выборе. Очень сожалеть. Вы поймите, мы не просто о персоналити какой-то, мы о партии. Партия должна победить. У нас другая стратегия, другие подходы. Мы за окончание войны в Украине, чем скорее, тем лучше, в пользу Украины. Вы поняли меня или нет? Мы за то, чтобы Украина, не только Украина, любая страна, борющаяся за свободу, демократию, могла отстоять свои границы, общепризнанные мировым сообществом. Мы не должны делать прецеденты. Мы не должны позволить какому-то маньяку, бандиту с улицы, который получил доступ к ядерному оружию, шантажировать и завоевывать чужие страны. Если мы сегодня это позволим Путину, это будет сделано и тем же Китаем запросто, и тем же Ираном, который спит и видит уничтожить Израиль, и даже Саудовскую Аравию. Почему нет? Иран мечтает быть лидером в исламском мире. Понимаете, многое другое может быть как цепная реакция по всему миру. Поэтому Трамп должен понимать ту ответственность, которая на нем ложится. Я думаю, он понимает это. Маленький вам пример. Я очень рад, что Зеленский поговорил с ним по телефону. Они оба остались довольными. Теперь что мы делаем? Лоббируем. С тем, чтобы Трамп поехал в Киев. Пусть он съездит, увидит Бучу, Ирпень, Изюм. Пусть он увидит сам своими глазами. А поедет ли Вот он в это. такие города? Или он просто приедет в Киев, поговорит с Зеленским и уедет? И не захочет смотреть эти разрухи? Нет, если же он приедет, он обязательно посетит эти места. В этом нет никакого сомнения. У нас такая программа, мы давим. Причем
мы хотим, он один не поедет. Я думаю, с ним поедут и наши друзья, это Маккол, председатель комитета по иностранным делам, обязательно председатель комитета по разведке Майк Тернер, очень важная фигура. Простите, звонки идут из Украины, один за другим. Просто я хочу сказать, что мы рассчитываем на то, что он поедет с друзьями Украины из Конгресса. Это очень важно. Если он поедет, мы давим на это. Я думаю, к этому все идет. У него нет выбора. Он начинает сегодня понимать, что с появлением Харрис его шансы убавились. Почему? Потому что у нас в повестке дня 5 ноября будет еще одна проблема, которая является, может быть, даже решающей. Это проблема с абортами. Дело в том, что Трамп за то, чтобы запреты на аборты принимались на штатском уровне. Причем он говорит, что до 15 недель беременности женщины женщина должна иметь право прерывать беременность. После 15 недель все, как только появляется пульс, зародыши и так далее, это аморально, это против религии и так далее и тому подобное. Но беда вся в том, что женские голоса у нас очень важны. По сей день женщины в подавляющем большинстве своем против Трампа. А вот у Ники Хейли более либеральная позиция. Она говорит: друзья мои, я же женщина, у меня дочь растет, я тоже за ограничение, знаете, в неограниченных поступках женщин в прерывании беременности на любом этапе. Но давая какие-то ограничения, мы в то же время должны дать женщине пространство с тем, чтобы она могла иметь право выбора, знаете, прерывать беременность или нет. Вот это важно. И это, вот такая позиция дает возможность миллионам женщин поддержать Ники Хейли. Вот это очень важно. Поэтому если бы он ее взял, вице-президенты, автоматически он получил бы десятки тысяч, сотни тысяч, а то и миллионы женских голосов в свою пользу. Это повысило бы его шанс победить 5 ноября. Вот этого пока нет. В этом вся наша проблема. Поэтому появление Харрис, оно ужасно и для Украины, и для Израиля. Почему для Украины? Во-первых, Харрис это даже не Байден, она еще хуже, чем Байден. Почему? Если Байден за то, чтобы как-то балансировать между крайне радикальным правым крылом демократов и умеренными демократами, которые за помощь Украине, то Харрис целиком на стороне правых. Вы знаете радикальных прогрессистов? В этом вся беда. Другими словами, их цель — остановить войну сегодня и в Израиле, и в Украине, с тем, чтобы 5 ноября прийти как партия мира. Вот это страшное. Вот это нас пугает. Поэтому мы, знаете, вот гордясь тем, что у республиканцев другая платформа, я имею в виду подавляющего большинства, и в то же время мы хотим быть уверенными, что Трамп сегодня объявит свою позицию по Украине, не отделываясь общими фразами, не говоря о том, что он одним звонком решит 5. Нет, нам нужна конкретика. Вот это мы ждем от Трампа сегодня. Поэтому я возвращаюсь к вопросу о визите, возможном визите Трампа в Украину. Мы очень надеемся, что он поедет, и это тоже поможет Трампу понять, с кем мы сегодня имеем дело и какова роль Украины в будущей Америке. Вот на это мы рассчитываем сегодня. Если говорить о визите Трампа в Украину, то как вы считаете, когда он может состояться? Возможно ли это будет как раз в то время, когда демократическая партия соберется на съезд, чтобы уже официально объявить Камалу Харрис своим кандидатом? И очень трудный вопрос. Все будет зависеть от того, как будут реакции той или иной этнической группы, прежде всего таких групп, как афроамериканцев, латинос, вот это очень важно, и, конечно же, независимых. Сегодня ряд институтов, знаете, прям каждый день
звонки идут, и мне лично поступали из нескольких институтов с опросами, и другим, я уверен, то же самое. Таким образом, опросы будут показывать вектор движения популярности Трампа у нас в стране. Конечно, он будет, знаете, занят по-страшному. 19 августа первый день конвенции демократов. К этому времени они должны определить, во-первых, вице-президента своего, а на эту должность у них тоже голова кругом идет, они не знают, на ком остановиться. С другой стороны, в самой Демпартии есть немало противников против Харрис. Они говорят, что она не тот человек, который отражает мнение большинства демократов. Вот так они говорят. То есть внутри демократической партии. Вот это интересно. Так, другими словами, турбулентность жуткая. Не только межпартийная, но и внутри каждой из партий. Как я сказал, между умеренными и прогрессистами внутри Демпартии и у нас между крылом рейгановским и вот оголтелым консервативным. Их, правда, меньше намного меньше, чем нас. И тем не менее Трамп сегодня еще не высказался открыто, как он намерен решать глобальные проблемы, как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Но я в одном не сомневаюсь, он не сможет идти против воли американского народа. Хорошая новость в том, что буквально пару дней назад было объявлено малоизвестный, правда, институт. Это не Pew Research, не Rasmussen, например, не Gallup. Малоизвестный институт провел опросы и говорит, что 70% сегодня американцев за неукоснительную помощь Украине до полной победы. Пару месяцев назад было 62, сегодня 70. Это с одной стороны. А с другой стороны, как вы думаете, неужели Трамп пойдет против воли двухпартийного единства в Конгрессе, которое за помощь Украине до полной победы? Этого не может быть. Это исключено. Он от нас не будет иметь поддержки никакой. Мы просто будем осуждать его, потому что Украина и Израиль — это немыслимые проблемы, которые должны решаться в пользу народов этих стран. Никаких агрессоров, никаких террористов. Вот это у нас в повестке дня сегодня. Поэтому, друзья мои, я понимаю, украинский народ волнуется очень, тем более идут противоречивые месседжи из окружения самого Трампа, и особенно с появлением Харрис как той самой, которая может быть номинирована на съезде как кандидат от Демократической партии, который, к сожалению, не блещет своим опытом на политическом уровне и, конечно же, честно говоря, своим кругозором. По сей день она внятного своего видения по вопросу оказания помощи Украине не высказала. Но у нас есть подозрения. Да. А вот мы видим, что говорите. Трамп сейчас уже очень активно начинает выступать против Харрис, и он сказал, что она злая и тупая. Это он сказал в интервью The New York Post. И так выглядит, что как будто он это делает специально, и как будто он, наоборот, ее боится. Вот почему именно такие нападки, таких даже не было на Байдена, если вспомнить то, что он о нем говорил. Ну и вы говорите о том, что Трамп не пойдет ни на какие уступки. А почему тогда в западных СМИ, в американских, очень много подобных заявлений? Было несколько поводов для этого. Самый первый повод дал Орбан, который встречался с Трампом, потом вышел и говорит: мы с ним в одной лодке, мы понимаем друг друга, что надо идти на мировую, надо уступки какие-то делать. Это был первый месседж нехороший из окружения Трампа. Второе и довольно существенное высказывание Бориса Джонсона. Оно тоже очень повлияло сегодня на умы лидеров западных стран. Но и все-таки Трамп, при всей его непредсказуемости, он не будет поступать вопреки нашим национальным интересам. Запомните это, друзья мои, этого не будет. Я еще раз напоминаю вам,
большинство американцев за помощь Украине, за полной ее победой, плюс Конгресс. Без Конгресса, без помощи, поддержки наших республиканцев в Конгрессе Трамп ноль. Он ничего осуществить не сможет. Мгм. Деньги и законы — это в руках Конгресса. А раз так, значит, он будет зависеть, он не может самовольничать. Он не может. У нас это в Америке такого еще не было. И в целом, тот, кто знает нашу историю, запомните, у нас демократическая страна все еще, слава богу. У нас 3 ветви власти. У нас еще не было со дня рождения нашей страны 4 июля 1776 года, с тех пор еще не было, чтобы появился сегодня 46-й президент Байден, чтобы 47-м явился президент, который стал диктатором, плюнул на решение Конгресса и сказал, что слушайте, сегодня будет так, как я сказал. Этого не будет. Не было и не будет. Не позволит народ, не позволит Конгресс. А по поводу нападок на Харрис, вот почему именно такая риторика? Конечно, он при всем том, что Ники Хейли пару недель назад, обратившись к нам, республиканцам, сказала: ребята, готовьтесь, Байден уйдет, и тогда придет другой. Любой другой демократ будет иметь преимущество не только над Байденом, но и даже над Трампом. Первое преимущество Харрис — ее возраст. 20 октября ей исполняется 60 лет. Она моложе выглядит, надо прямо сказать. Окей, это раз. Второе. Ее прошлое. Вы знаете, чем сейчас опять мотивируют демократы против Трампа? Тем, что он имеет 34 обвинения, что очень скоро ему будет вынесен приговор. Это будет в сентябре. И несмотря на то, что Трамп уже объявил, что он подаст апелляцию, да, так оно и будет. В течение 30 дней после вынесения приговора он имеет право подать апелляцию, опротестовать. То есть дело перенесется на другой уровень судебной системы нашей. А это берет месяцы и годы даже до такой степени. Другими словами, это будет отброшено в сторону, и процесс избирательный там будет продолжаться с сентября до ноября. Так вот, и тем не менее, в головы обывателей вбивается: ой, вы посмотрите, за кого вы будете голосовать? Преступника, у которого 34 обвинения, он лжец. Его даже называли фашистом сам Байден. Более того, он называет нас, конкурирующую партию, экстремистами. Вы думаете, случайно покушение было на Трампа? Нет. Это атмосфера, поляризация, внушение молодежи, что у вас нет будущего, что с приходом Трампа не будет демократии. Вот это приведет к таким эксцессам, таким трагедиям, которые имело место 13 июля, когда чудом Трамп спасся. Поэтому Трамп сегодня, несмотря на то, что Ники Хейли призывала нас быть готовыми, особенно Трамп и его окружение, к борьбе против нового оппонента, нового кандидата от Демократической партии, который будет иметь преимущество, оно, к сожалению, воспринято Трампом не было, вы знаете, достаточно серьезно. И вот этот его выбор Венса, он говорит о том, что он не понял тогда, кем он может иметь дело. Поэтому, несмотря на то, что рейтинг Трампа, казалось бы, подскочил после трагедии и, знаете, удачного стечения обстоятельств 13 июля против Трампа, несмотря на то, что рейтинг подскочил, но выбор его Венса свел на нет его преимущество. В этом вся проблема. В этом вся проблема. Поэтому шансы, я отвечаю на главный вопрос, шансы победы у Трампа над Харрис, а скорее всего она будет главной номинированной от демократов, шансы победы у Трампа невелики. И то преимущество, которое он сегодня имеет, от 3 до 5,
это в пределах погрешности арифметической. Вот это самое страшное. Теперь до ноября еще уйма воды может утечь. Мгм. И все зависит от того, как будут проходить обстоятельства политической, экономической и других областях сферы человека, как в нашей стране, так и за рубежом. А между тем враги наши торопятся, очень торопятся. Прежде всего Путин. Он торопится, он хочет побыстрее отхватить от Украины. Он боится Трампа, страшно боится. Боится. Почему? У Трампа вырвалось. Месяц назад я бы применил бомбу против Путина. Это были слова Трампа, когда он себя сравнивал с Байденом. А он может, вполне может. Ну, сейчас Путин вообще, Вполне наверное, всех боится. Он не ожидал, что Байден уйдет. И сам он говорил тогда в интервью Карлсону, что ему выгоден Байден, потому что он видит, что Байден не может поставить Россию на место. Пишет издание Time о том, что Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского согласиться на мирное соглашение, сильно искаженное в пользу России. Первые 8 или 10 месяцев и, по сути, весь 25-й год будут очень тяжелыми, заявил украинский чиновник этому изданию. И при этом Украина сейчас рассчитывает на помощь своих союзников в Европе, но также и на ВПК Соединенных Штатов Америки, который может получить огромную прибыль от продолжения производства оружия для Украины. Ну и мы понимаем, что если Трамп приходит, он приходит на 4 года. Просто какие гарантии, что после этого срока Путин снова не начнет войну? Ну, то есть Трамп что, возьмет Украину в НАТО? Я, во-первых, не верю, и не только я, многие из нас, что Трамп на такое может пойти. Любое уступничество Путину является уступничеством Америки и поражением Америки, признание своего поражения. Это что получается? 54 страны, входящие в контактную группу, рамштайновскую так называемую, во главе с Америкой, не могут победить одного шарлатана? Вы мне скажите, тогда зачем жить-то на этом свете? Какого черта нужна такое величие, самовосхваление, мы то можем, мы это, мы в космосе? Ну скажите, где справедливость, где, кому верить? Где же, насколько это лицемерие может зашкаливать? И я не думаю, что Трамп на это может пойти. Он другого типа человек. Поверьте, это не может быть такое. Если уступим Путину, значит мы уступаем Китаю автоматически. Китай — это не менее страшное зло завтрашнего дня, чем сегодняшний Путин. Просто будет цепная реакция. Поймите, тут речь не только о Путине. Путин один из звеньев той цепи, это той оси, которая сегодня четко выпистовывается. Это Путин, Северная Корея, Китай, Иран. Вот такая цепочка есть. И сегодня, если мы не осадим Путина, не сделает это Трамп, то тогда все, эта цепочка будет расти. Все это начало падения Америки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я исключаю это. А что касается членства в НАТО, то, друзья мои, я, например, считаю, несмотря на то, что вот НАТО у нас сегодня, знаете, уже организация, которая давно нуждается в реформах, так, и это берет время, нам надо бить на то, чтобы вот это вот соглашение о взаимной помощи и безопасности, подписанное Зеленским и Байденом на G7 в Италии, оно еще не принято на законодательном уровне в Америке. Нам нужно любой ценой, чтобы это было имплементировано на законодательном уровне. Тогда это станет законом. Тогда это не будет зависеть от любого президента, кто будет завтра в Белом доме. Закон принят, и его надо соблюдать. Точно так же, как Америка помогает Израилю. Независимо от того, там ликудовцы, консерваторы или либералы во главе там с местными ужаснейшими партиями, которые готовы вообще пойти на все, лишь бы
потерять те ценности, ради которых Израиль был создан. Точно так же с Украиной. Поэтому, друзья мои, запомните, сегодня надо бить по тому, что более доступно, то есть Конгресс. А учитывая, что сегодня республиканцы в большинстве у нас в Нижней Палате, да и демократы, у нас нет оснований переживать о том, что вот с приходом Байдена, в смысле Трампа в Белый дом, многое изменится, и мы стали говорить о необходимости включения Украины в НАТО. Я считаю, вот я повторю эту мысль мою, что учитывая, что НАТО все-таки является бюрократической и нуждающейся в реформах, нам надо больше делать акцент сегодня на то, чтобы на эти вот соглашения о взаимной помощи и безопасности между Украиной и Америкой, подписанные Зеленским на саммите G7 в Италии, оно должно быть ратифицировано на законодательном уровне. Тогда у нас не будет опасений в том, что Америка не будет помогать Украине. Напротив, это надо сделать чем скорее, тем лучше, тем более, что и в Конгрессе, в смысле и в Нижней Палате Конгресса, и в Верхней Палате в Сенате двухпартийное единство по необходимости оказания помощи Украине. Надо это делать, надо это продвигать, этот вопрос, чем быстрее, тем лучше. И это было бы здорово. У нас не было бы проблем в будущем. Кто придет в Белый дом, как он будет принимать решение по оказанию помощи Украине, никаких проблем. Точно так же, как и по отношению между Израилем и Америкой. Америка всегда помогает Израилю, независимо от того, кто у руля этого государства. Борис Яковлевич, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и спасибо вам еще раз за то, что вы поддерживаете Украину. Я напомню, что Борис Пинкус, общественный деятель, президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана, был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите разговор, поставьте свой лайк, напишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Спасибо вам большое, дорогие, и слава Украине! Мы победим. Другого Героям у нас слава. нет.